Всем привет! Олени являются достаточно крупными животными, способными даже физически сильного человека обратить в бегство. Учитывая также то, что никому бы не хотелось ощутить их массивные рога на своей заднице. Но иногда люди преодолевают страх и помогают другим, оказавшимся один на один с атакующим животным. Особенно если напротив оленьих рогов оказывается женщина. Дальше речь пойдет как раз о такой ситуации, которая произошла 26 сентября 2019 года в американском Эстес-парке в штате Колорадо. В тот день женщина прогуливалась по парку, когда взрослый олень стал ее атаковать. Олень испугал ее своими выпадами, и это привело к тому, что она споткнулась у большого камня, упав на землю. Олень постоянно размахивал своими рогами, явно демонстрируя свои намерения напасть на нее. Упав на землю, женщина не решилась подняться, и в этот момент ей на помощь пришел сотрудник парка Брайан Берг, который подъехал на машине и поставил ее между оленем и женщиной. Олень ушел, но, как потом вспоминал сам мужчина, животное трясло этот грузовик, как будто ему это ничего не стоило. В нем он проделал довольно хорошую дыру. Женщина обратилась за медицинской помощью, хотя характер травм не сообщался. Также пострадал мужчина, который убегал от этого же оленя. Женщина поблагодарила своего спасителя, на что он ответил, что рад был оказаться в нужном месте в нужное время. Берг также сказал, что посетители парка часто не задумываются о своей безопасности и слишком близко подходят к оленям. Во время брачного сезона самцы настойчиво защищают свое стадо. К сожалению, люди нередко подходят ближе, чем на 100 метров, чтобы просто сфотографироваться. Также стоит проявлять осторожность, когда вы видите раненое животное, и если оно запуталось в сетях или попало в капкан. В этих случаях животное отреагирует на человека, как на хищника, что и произошло 11 февраля 2017 года в лесу близ города Гринвилл, штат Огайо. Молодой парень вместе со своим кузеном пошли проверять капканы, установленные на койотах. И в одном из них они увидели маленького олененка. Парень освободил животное и решил погладить его, которое сначала казалось спокойным. Но неожиданно олененок набросился на своего освободителя и несколько раз поколотил его копытами. Некоторые удары пришлись по голове. Стоит отметить, что олени способны наносить частые и очень сильные удары копытами, и были случаи, когда они убивали людей. Но тем не менее, в большинстве контактов с людьми больше страдают именно животные, поскольку они часто перебегают автомобильные дороги. Только в Северной Америке из-за подобных инцидентов ежегодно погибает порядка 200 особей. Согласно исследованию, проведенному в период между 2011 и 2012 годами, произошло около 1 миллиона 230 тысяч столкновений автомобилей с оленями. Ежегодный ущерб, наносимый автомобилям из-за столкновений с ними, оценивается примерно 4 миллиарда долларов. Оленю, чтобы избавиться от человека, достаточно в ход пустить копыта, а рогами можно просто пригрозить. Ну а как олени справляются со стаями голодных хищников, как волки? Для этого случая у стада оленей есть специальное оружие – циклон из животных. Когда олени видят стаю волков, они начинают вращаться против часовой стрелки, тем самым создавая постоянное завихрение из живых тел, на что обратили внимание исследователи в 2002 году. Столкнувшись с таким оленьим бегом, любому хищнику, волку, медведю или человеку, будет очень тяжело нацелиться и одолеть даже одного оленя, что делает эту стратегию защиты достаточно эффективной. Но вернемся к первому нападению. Так как же надо действовать, когда вы видите, что человек оказался в беде? Власти штата Колорадо сообщили, что люди не должны физически вмешиваться, когда олень нападает на человека. Тем, кто является свидетелем нападения, рекомендуется кричать, хлопать или сигналить автомобильным гудком. Они также могут бросать предметы в оленя, чтобы отвлечь его. Тем, кто является свидетелем нападения, рекомендуется поддерживать большой физический барьер между собой и агрессивным оленем и оставить животному свободный путь для побега. Вот и все новости на сегодня. А всех интересующихся животными и как жить с ними в гармонии, рекомендуем подписаться на канал. Всем пока и до встречи!